Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Garnage Life. Меня зовут Игорь, и я увлекаюсь водородными разработками. Прошлый ролик набрал кучу вопросов. Давайте я более подробно все вам расскажу и покажу. И произведем с вами замеры, которые покажут, что может ли отрицательное давление влиять на количество выхода газа. То есть не отрицательное, а пониженное давление. Пониженное давление мы будем создавать бутылем Вульфа. Значит, у нас есть электролизер. Данный электролизер, советская какая-то там разработка, мохнатого года. Я, кстати, поменял прокладки. Здесь вообще не капает ничего, но образовался какой-то налет. Внутри водородного генератора у нас дистиллированная вода с 30% щелочи. Значит, есть лабораторный блок питания. По току 1,5. Сейчас мы посмотрим. Вот мультиметр. Он более точно показывает. Он показывает 1,5 ампера. Поток он показывает здесь 7,6. Но по факту, вот видите эти клеммы, вот они идут. По факту у нас на электролизер идет 1,6. То есть мы будем апеллировать именно этими цифрами. В общем, от лабораторника у нас идет через мультиметр на резистор. И уже с резистора непосредственно на электролизер. Здесь у нас выходит газ водород. Там сбоку, вот здесь вот, кислород. Водород у нас идет вот в данную емкость. Здесь газ осушается, идет дальше, соединяется с кислородом. Вот трубка от кислорода, которая идет оттуда. И вместе в виде газа Брауна идут в бутыль Вульфа. Там вытесняется вода, и вот эта замечательная штучка позволяет нам делать отрицательное пониженное давление. Вот, метку видите черную? Это черная меточка, уровень воды, который мы будем наблюдать с вами. И понижая уровень воды, мы будем стравливать давление до отрицательного и сливать через этот кран и данную трубку в эту емкость. А после мы за определенный период времени замерять мы будем механическими вот такими интересными секундомерами, точнее механическим секундомером, и проверим выход газа. Вы можете потом сесть и посчитать параллельно, сколько по Фарадею было, должно быть у нас, и сколько у нас по факту получится, используя отрицательное давление. Высота столба от этой меточки до уровня воды 24 сантиметра, 240 миллиметров. Я предлагаю уже приступать, и мы с вами будем сейчас замерять. Я думаю, я буду ускорять какие-то определенные моменты, потому что нет смысла вам лицезреть там 10 минут. То есть мы проведем несколько раз по 10 минут замеры, и потом посмотрим, что у нас получится. В общем, друзья, давайте смотреть. Если прямо коротко, то данный электролизер, водородный генератор, прошел небольшую модификацию. К сожалению, не могу сказать подробности, какую именно, но он по производительности эффективнее. Сейчас мы с вами проверим. То есть вы понимаете, повторюсь, у нас есть 1,5 ампера и 1,6 вольта. Берем интервал в 10 минут, температуру, конечно же, температуру. Давайте посмотрим. 34, 33. Кстати, резистор у нас греется. Видите, он под 80 градусов. Вот, то есть, конечно, часть энергии, наверное, уходит на тепло. Вот, что все-таки неизбежно. Но давайте приступать. Значит, мы сейчас стравим, я вам сейчас покажу, как это делается. Достану еще электронный секундомер, так как лучше 2 секундомера, чем 1. Стравливаем давление. Давайте. Я думаю, вам уже этот мультиметр не нужен. В принципе, вы, наверное, уже запомнили это число.
Вот, давайте уберем. Чтобы он нам не мешался. Давайте, друзья, сейчас я вас поставлю таким образом, чтобы вы все это дело могли наблюдать вместе со мной. Так, друзья, я беру мерный стаканчик, опускаю в него трубку и сначала мы стравим давление. Вот, смотрите внимательно. Видите, водяной столб стал опускаться. Вот, мне его сейчас нужно подловить. Оп, видите, не успел подловить. А вот сейчас он будет подниматься. Так, вы его видите? Давайте я вас поближе поставлю, чтобы вам так же эффективно было видно, как и мне. Оп. Вот видите, надо еще стравить. То есть нам нужно держаться у отметочки. Оп, 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 оп. Видите, тяжело на самом деле, но это покажется поначалу. Сейчас мы с вами все дело это замутим красиво, и у нас все будет четко. В общем, давайте наблюдать уровень. Я зажимаю трубку. Сейчас нужно из трубки всю лишнюю воду выкачать, чтобы максимально точный замер был. Нажимаем на секундомер. Так, у нас, видите, поначалу нужно еще стравить чуть-чуть. То есть у нас должен быть максимально точный результат. Максимально точный результат. Так, сейчас. Я трубочку, уверяю вас, сейчас быстренько переставлю в пустую емкость. И мы с вами будем... Так, надо еще чуть стравить. Просто хочется, чтобы было все как максимально четко. Оп, оп. Так, все, трубка пустая, секундомер, переставляю трубку. Стоит ли вам это все лицезреть? Так, моя задача теперь просто контролировать уровень, чтобы у нас всегда в районе меточки было. Ну, в принципе, не очень сложно, если это дело все... Уже не первый раз проводили подобные эксперименты, я бы даже сказал, не один день. То есть изо дня в день проверяем, сравниваем числа и, в принципе, всегда вот один и тот же результат. Сейчас мы с вами его будем проверять. Так, ну что там у нас? Прошла 4-я минута, почти 5-я сейчас будет. Что хотел сказать. Изначально, когда мы начали проводить эксперименты, у нас здесь была металлическая трубка. Мы поставили силиконовую с большим диаметром. И изо дня в день наблюдается какая картина. Каждый раз высота столба электролита, она увеличивается. Вот здесь уже, ну, порядком 10 и даже больше уже. Сейчас попробуем померить чем-нибудь. Вот есть рулеточка прям под рукой оказалась. Так, 5 минут. Давайте померяем. Ну да, около 9 сантиметров, 90 миллиметров. То есть электролит поднимается, хотя уровень электролита, там, видите, эвоматериал, и вот возле эвоматериала видно непосредственно уровень электролита, он где-то посередине. Вот, давайте проверим еще раз ток. Вот, фокусируйте, пожалуйста. Так, 6-я минута. Электролизер герметичный, просто безопасность должна быть безопасной. На всякий случай постелил там рабочую тряпочку. 6-я минута. Так,
если попробую вам поближе показать, вот видно там уровень отрицательного столба. Вот. То есть практически я держу на черной меточке. Вот. Пока процесс идет, вкратце расскажу, ребятки, у меня там БТГ, мой этот новый прототип в сборке, скоро покажу вам результат, я думаю, будет интересно. Ну и также хотел сказать, что хочу один эксперимент провести именно вот с высотой столба больше метра и посмотреть, как электролиз будет происходить в электролизере с высотой водяного столба более метра. Пишите в комментариях, если вам это интересно. Если вдруг вы краем глаза увидели мое видео, то рекомендую вам подписаться. Я тут вот так вот не фокусируется. Я тут провожу всякие такие интересные эксперименты. Не хочет фокусироваться. Блин, жалко. Хотел вас заставить тоже смотреть на уровень. Не хочет, пузырьки не дают. Вчера практически весь день проводили эксперименты, и до этого уже то есть прямо уже не 1 час проведен в экспериментах для того, чтобы зафиксировать все-таки количество водорода при пониженном давлении. Вот. Ну, то есть такой наглядный эксперимент. Так, ну, не хочется просто... Ну, хоть так, ладно, пусть будет так. Друзья, у нас 8-я минута. Как? Я вам объясню, значит, как будет происходить. На 10-й минуте я нажимаю кнопочку и перекрываю этот кранчик. И мы с вами произведем слитие из емкости, значит, жидкости. И посмотрим, сколько у нас получилось. 8-я минута. Так, друзья, немножко осталось. Потерпите. 8-я. К 9-й приближаемся. Точнее, уже к 10-й. Жидкость, как я вам сказал, я уже слил. Прежде чем начать замеры, чтобы в канале, по которому вода стекает, вот в данном канале, чтобы у нас никакой лишней воды не было. Так, что оставшиеся... Я тут красил кое-что, видите, вот руку себе чуть подкрасил, но я думаю, ничего страшного. Кстати, вот я обладатель вот такого необычного шрама. Если интересно, потом расскажу. Ну, в общем, это к делу особо не относится, но время я вам решил занять своими байками. Так, друзья, подходит, оп, и перекрыли кран. Все, кран перекрыт. Сливаем жидкость. Берем мерный стаканчик. Так. Переставляем ее в другую емкость. Берем нашу. И давайте посмотрим, сколько у нас вышло. Так, надо вытащить. Ну что, друзья, готовы? Это, конечно, невероятно. Не, ну правда невероятно. Мы вчера получали 170, 165. Сейчас мы получили, вы видите, да? Сейчас сфокусирую. Больше 200.
200. $220 получается, даже больше. Ну. А нет, 220. 220. Давайте температуру замерим. 30 градусов. А если у вас есть желание, вы можете сейчас взять и попробовать посчитать, сколько по Фарадею должно было быть газа. Вот. Результат, мне кажется, очень хороший, потому что, повторюсь, вчера было 170, 175, вот, сегодня 220. Сейчас с вами мы еще раз произведем замер, то есть для того, чтобы точно убедиться. Повторюсь, друзья, вот сюда непосредственно сливается жидкость, которая у нас не участвует в замере. Ну, то есть, когда мы понижаем давление в емкости, я непосредственно туда. Потом, когда уже включаю секундомер, я пережимаю трубочку, предварительно из трубочки всю лишнюю жидкость я стравливаю, и уже после этого включаю секундомер. То есть, чтобы максимально точный был замер. Давайте, не отходя от кассы, без всяких там монтажей, а то скажете, это Photoshop. Еще раз затыкаем. Господи, с ней пипец, как надо быть аккуратно. Просто жалко. Это очень раритетная и не моя штучка. Так, убираем. Нам пока мерник не нужен. Вот. Сейчас будет опускаться. Стравливаем воду. Вот, видите, начал опускаться водяной столб в центре бутыля. Так, сейчас мы его еще должны поймать. Ой-ой-ой, сейчас пузыри пойдут. Так, я пытаюсь и вас в первый ряд посадить, и все-таки процессом заняться. Так, ну, пустая бутылочка, куда мы сейчас будем заливать измеряемую жидкость. Так, сейчас мы сначала выведем в уровень, где наши секундомеры. Так, давай. Оп. Еще же нужно из трубки стравить. Чтобы вот слышите этот звук, это я ее стравил. Все. Так, друзья, ну давай остатки роскоши былой. Все стравил. Ну что, пережимаю. Поехали. И нам нужно сейчас опустить чуть-чуть. Видите, водяной столб чуть поднялся. Второй эксперимент. Надо вот выставить так, чтобы уровень... Блин. Представляете, нажал и не нажалось. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас мы воду сольем. Вот тут чуть-чуть уже набежало. Сейчас мы сольем, чтобы... Все, бутылочка чиста. Еще раз также стравливаем все. Стравливаем. Все, так. Трубка пустая. Стоит вам, наверное, показать, что там... Я вот, видите, все тут прожал, чтобы ничего лишнего не было. Уровень выставляем. Эй. Ну-ка. Эй, ты что там? Вот. Так. Ай-яй-яй-яй. Надо призакрыть. Видите, тяжелый процесс-то. Надо вот прям по рисочку, по эту черную рисочку держаться. Все. Трубку сейчас еще из трубки надо все убрать, чтобы она чистенькая была. Так, ну что, друзья, все готово. Блин, и еще опять уровень выставить. Вот видите, тяжелая эта работа, друзья.
Так. Все вроде. И трубка у нас тоже пустая. Все, погнали. Вот непосредственно пузырики наши. Давайте я поставлю, чтобы вы могли и на пузырики смотреть, и на бутыль. Так, надо вот контролировать уровень. Наша задача вот все делать по фэншую, по ГОСТу. И вот сколько мы проводили экспериментов, и число только растет. Вот это очень уникально. То есть есть вероятность, что все-таки можно прийти к тому, что в будущем все-таки использовать водород как источник энергии. Так. Так, не проспать бы. Друзья, время подходит к концу. Последняя минута остается. Как я вам ранее говорил, я перекрываю кран. Вот перекрываю кран и выключаю секундомер. И мы с вами произведем новый замер. Так, так, уже финиш. Скоро будет финиш. Так, я вот уровень чуть-чуть просел. Вот, все на месте. Урезки. Так, и оп, все, кран закрыт. Стравливаем то, что в трубочке осталось. Берем наш мерник. Вот, чтобы вы не думали, что я там вот. Ну, сюда мы просто, прежде чем эксперимент не проводили, здесь трубочку держали. А сюда, когда уже непосредственно включали секундомер. Переставляем трубочки, берем жидкость и заливаем ее. Так, забыл опять вытащить. Так. И сколько у нас вышло? Блин, меньше. Вышло 150, получается 180. 180 вышло, так, надо вытащить. Ну, даже 180 это показатель выше, чем по Фарадею. Так, друзья, и пишите ваши комментарии. Может быть, еще стоит провести эксперименты. В общем, сам я сейчас, честно, в недоумении, но все равно число большое. 220, теперь 180. Давайте еще раз. Ну да, ближе к 180. Так, фокусируйся. Вот. Подписывайтесь на канал. Ну и давайте дальше экспериментировать. Пока-пока.